Всем привет! Сегодня у меня праздничная заготовка. Готовить буду, как всегда, из 3 кур. Ну что, приступаем? Как всегда, начинаю с разделки кур. В этой заготовке хочу опять приготовить фаршированные ножки. Но в этот раз кожу с окорочка буду снимать по-другому. Сначала снимаю с бедра и отрезаю его, а далее аккуратно снимаю кожу вместе с хрящиком, чтобы осталась целая голень. Этот способ немного сложнее для меня, но результат того стоит. Нужно аккуратно перерезать сухожилия и подцепить хрящик ножки, не повредив кожу при этом. Далее разделываю курицу, как всегда. Крылья делю по суставам. Третья часть идет на бульон. Остальные две буду мариновать. Спинку отделяю от грудки. И срезаю филе с грудки. Кожа и кости от грудки идут на бульон. А спинку рублю на мелкие части для плова. И таким образом разделываю всех кур. Кожу с ножек убираю пока в холодильник, а порубленные спинки делю на 2 пакета и в морозилку. С бедер аккуратно срезаю мясо, пойдут на рулетики. Косточку отправляю в кастрюлю, но бульон варится. Мясо с бедер слегка отбиваю с 2 сторон и оставляю помариноваться, добавив 3 столовые ложки соевого соуса и приправ для курицы и индейки. Перемешиваю и отставляю в сторону. Косточкам от кур добавляю каркасики с прошлой заготовки и ставлю вариться бульон. Далее крылья. Сегодня замариную в соевом соусе, добавлю мед и соус терияки. Перемешиваю и ставлю мариноваться. Теперь голень. Аккуратно ножом надрезаю мясо на ножки. Удаляю тонкую косточку. И потихоньку выворачиваю мясо. Вот таким образом. Для ножек беру 2 столовые ложки подсолнечного масла, специи для мяса и немного горчицы. Перемешиваю и обмазываю ножки. И оставлю слегка помариноваться. Крылья, как всегда, в пакет для запекания и в духовку. Их буду готовить сегодня на ужин. А мне нужны панировочные сухари. Нарезаю свой домашний хлеб и в духовку. Затем в блендер, и сухари готовы. Сыр натираю на мелкой терке. Для ножек беру немного сыра, 2 ложки сухарей и копченую паприку. Перемешиваю и обваливаю в этой смеси ножки. Укладываю сразу в форму для запекания. А остатками присыпаю сверху и в морозилку.
Далее обжариваю грибы и шампиньоны с луком. Когда остыли, выкладываю их в тарелочку и добавляю к ним натертый сыр. Готовлю панировку для рулетиков. Беру отбитое мясо бедра, кладу на край грибы с сыром и заворачиваю в рулет. Затем обваливаю в муке, затем в яйце и в конце в сухарях. И выкладываю в форму, в ней буду замораживать. Вот такие красавцы. А дальше 4 филе грудки и 1 луковицу перекручиваю в фарш. Болгарский перец нарезаю мелким кубиком. Сыр натираю на мелкой терке. Беру перец, сыр, немного фарша, 1 яйцо, соль и сушеный чеснок. Хорошо перемешиваю. И этим буду фаршировать кожу с ножек. Аккуратно закладываю фарш в кожу, слегка уплотняя. И складываю в форму, в которой буду их запекать. В ней ножки пойдут и в заморозку. А в конце видео покажу, как я их готовила. И у меня осталось 2 грудки. Из них решила сделать гармошки. Аккуратно делаю надрезы на грудки. В этом мне помогли китайские палочки. Для грудки беру 1 столовую ложку подсолнечного масла, 1 столовую ложку соевого соуса, приправы и копченую паприку. Перемешиваю и обмазываю тщательно филе, каждую складочку. Помидор нарезаю полукольцами. Сыр на пластинке подходящего размера. И вставляю дольку помидора с сыром в каждый надрез. Вот такие 2 гармошки идут в заморозку. Далее 1 помидор нарезаю мелким кубиком. Решила опять сделать котлеты гнезда, только с другой начинкой. К помидорам добавляю натертый сыр, немного майонеза и перемешиваю начинку. Оставшийся фарш солю, добавляю сушеный чеснок, хорошо вымешиваю и отбиваю в конце, чтобы котлеты хорошо держали форму. Формирую мясные шарики на расстоянии друг от друга. И затем маленьким стаканчиком делаю углубление в котлетах. Если стаканчик перед каждым разом споласкивать под водой, он не будет прилипать к котлетам. И выкладываю начинку. Сверху посыпаю тертым сыром. Гнезда идут в морозилку. А тем временем бульон сварился и остыл. Мясо я сняла с косточек, а бульон разлила по контейнерам. А вот и крылья приготовились. Вот такие румяные и очень вкусные. И что у нас получилось? Рулетики, 2 пакета спинок рубленых, 2 куриные гармошки, 5 контейнеров бульона, фаршированные ножки, отварное куриное мясо и ножки в панировке. Вот такая заморозка. А это котлеты гнезда. Запекала их в духовке.
Ставлю в холодную духовку и включаю на 180 градусов вверх-вниз. Сначала под фольгой, затем фольгу снимаю. И вот такие красивые котлетки получаются. Вкусные и сочные. А начинку в них можно менять хоть каждый раз. Теперь, как и обещала, покажу, как делаю фаршированные ножки. Беру 1 столовую ложку подсолнечного масла и 1 чайную ложку копченой паприки. И смазываю замороженные ножки. И ставлю в холодную духовку. Включаю на 180 градусов вверх-вниз и запекаю без фольги до румяной корочки. Вот такие зажаристые ножки получаются. А всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться. И пока-пока!